Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня обзор нового супер электроскутера от компании Skyboard BR30. Почему супер электроскутеров? Да потому что у нас два мотор-колеса, это значит, что это полноприводная модель. В 2021 году мы не перестаем вас удивлять. Очередная горячая новиночка для вас от меня. Пока эти скутеры едут в Россию, я для вас расскажу все о нем. Меня зовут Евгений, это канал Электроскутеры Skyboard. Оставайтесь со мной до конца. Сегодня постараюсь максимально быстро, потому что у нас дожди, я уже ехал сюда и уже попал 2 раза под дождь, поэтому скутер может быть немножко заляпанным, но не беда. Главное это то, что внутри, а не то, что какая-то пыль снаружи. Поехали по порядку, быстренько. Колесо 10 дюймов на литье, переднее и заднее они одинаковые, и это мотор колеса мощностью номинальной 1950 ватт. То есть два мотор колеса это 4000 ватт, и это просто бум, но 1950 ватт это номинальная мощность, но они могут немножко больше, чем вы предполагаете. Это мы посмотрим сегодня дальше. Дальше мы имеем амортизаторы синенькие, которые полностью соответствуют этому скутеру. Крыло с синей полоской, которое означает полноприводную модель. То есть такие крылья у нас на BR20 полноприводном и на BR30. Кстати, BR20 я уже рассказывал и обзор уже на канале, посмотрите его обязательно для сравнения этих скутеров. Кстати, мы посмотрим сегодня, чем они вообще различаются и различаются ли. Ну а слева по ходу движения этого колеса у нас тормоза дисковые, масляные, DOT 4 залито в бачки сверху, которых я вам дальше расскажу, черные тормозные колодки, ну и пошли к фарам. Печать Skyboard спереди, противотуманки самые мощные, которые у нас есть на данный момент, они реально офигенные, они заменяют вообще весь свет в принципе, но у нас есть еще свет. Гудок и поворотники. Поворотники теперь со звуковым сигналом, который я вам покажу дальше, когда включу зажигание. Фара самая сильная из всех электроскутеров. Вот она стоит, она просто чудо. Плюс здесь есть поворотники. Ближний, дальний свет, еще и поворотники. Снизу у нас пластик, причем разноцветный. Вы его можете менять на какой захотите. Хотите вот синий, хотите красный, хотите черный, хотите какой-нибудь бордовый. Это все будет, то есть все по вашему желанию, все максимально удобно и красивенько, тут все стык в стык, очень круто. Сзади у нас колесо немножко заляпанное после дождя, сейчас почему-то солнце, а потом опять дождь передают, поэтому ускоряемся еще быстрее. Это мотор-колесо также на 1950 ватт и бомбезно, у меня нет слов. Также 10 дюймов, так же как спереди, литье. И здесь же амортизаторы мы видим, регулируемые газомасляные амортизаторы, о которых мы рассказывали в отдельном видео, как их регулировать и как они вообще работают, сравнивали и так далее. Это было, кажется, в прошлом году, вот ссылочка здесь сверху. Подножки для пассажира тоже синие и в тему этого скутера. Они, кстати, очень удобные для пассажира, я иногда езжу как пассажир на этом скутере. Сзади у нас стоп. Когда вы включаете ближний свет, он работает. Когда вы нажимаете тормоз, он работает еще ярче, что, собственно, видно всем вокруг. Также поворотники у нас такие же яркие, как и спереди. Площадочка под что-либо. Мы вам даем сумочку в подарок, которую можно сюда прицепить. Или же вы что-нибудь другое можете прицепить. А также 2 дырочки вот такие под прицеп, о которых я тоже уже рассказывал. Ну а чуть выше, естественно, багажник или говка, как многие называют. Здесь также печать Skyboard, он очень вместительный и в нем есть кое-что особенное. Из всей комплектации, которая у нас есть, самое крутое, это, конечно, самое необходимое, это зарядочка. Зарядочка на 5 ампер, она убойная, с кулером, с процессором, не дает перегреваться, не дает там никаким сбоям и так далее. И еще заряжает ваш скутер, точнее одну вашу батарейку около 5 часов от 0 до 100. Это более чем круто. Открываем
простым движением руки. И здесь у меня на данный момент две батарейки по 18 ампер-часов, 72 вольта. Огненные батарейки, здесь для них специальный, для полноприводных скутеров, толстый кабель, потому что, естественно, поглощает энергии больше, мощность больше. И посмотрим еще в следующих видео, как он едет вообще. Ну а здесь стандартные батарейки, которые вы можете, в принципе, взять с BR20, поставить на BR40 и так далее. Короче, менять местами их можно, но еще прикольно, что здесь подушечки мягкие, которые держат вашу батарейку, которая, в принципе, не ерзает. Точнее, не в принципе, а вообще не ерзает никак. Потому что она вот так ставилась, и вот все не колышется. И еще есть третья батарейка. Третья батарейка находится под ногами. Давайте посмотрим. Ой, кстати, у меня есть третья батарейка. Мне как раз китайцы, видимо, ее положили. Здесь такой же толстый кабель для специально полноприводных моделей. Если мы поднимем... Эта батарейка такая же, как и под сиденьем, как и в других скутерах. 18 ампер-часов, 72 вольта. А также здесь у нас стикеры. Стикеры, которые можно приклеить к батарейке, и она вообще никуда не денется. Но, кстати, посмотрите внимательно, как батарейка эта садится. Она садится идеально и не колышется из бока в бок, потому что все грани держат ее. Но помимо этого все равно есть стикеры, это очень приятно, что батарейка точно никуда не денется. А также вот здесь вся проводка находится и два сердца. Почему два? Потому что два мотор-колеса. Здесь один контроллер, здесь другой контроллер специально под эти колеса. Кстати, здесь у нас кнопочка без ключевого доступа. Вы снимаете просто с сигнализации и нажимаете ее, и скутер включается. После того, как вы использовали скутер, вы просто можете нажать на замочек, сигнализация включится, и скутер сам выключается. Если вы забыли это сделать, то он сам выключится через какое-то время, там через несколько секунд, он сам заблокируется после того, как вы нажали эту кнопку «Выключить зажигание». Непосредственно к рулю. Синяя ручка с двух сторон, также ручка акселератора справа, как обычно, и она тоже синяя. Тормоза справа-слева одинаковые, бачки, одинаковые ручки, которые регулируются по длине вашей руки. И все в цвет, как говорится. Также справа-слева у нас офигительные зеркала, которые вас не подведут, они не трясутся по пути, и они довольно широко смотрят. Держатель для телефона с надписью, с печатью также Skyboard, который там по-всякому регулируется, тут крутилки всякие. И самое интересное, что он тоже подзаряжает ваш телефон от непосредственно батареи вашего скутера в ваш телефон. 5 вольт 2 ампера. Это все очень круто. И я сегодня еще посмотрю, когда буду ехать на скорость, как он держит телефон, в принципе. Не упадет ли мой телефон отсюда. Что показывает дисплей? Он показывает скорость в километрах в час, расстояние, пройденное этим скутером в километрах, индикация батарейки вот таким образом, поворотники здесь вправо. Вот сейчас включим. И, кстати, вы слышите звук. Вот так вот они моргают. Также скорости здесь можно сделать вот так вот. И сейчас будет первая скорость, а вот сейчас уже третья, а вот так вторая. Яркий дисплей, сейчас мы на солнце находимся, и вы все прекрасно видите, я думаю, даже через камеру. Ну а под дисплеем, как обычно, находится кнопочка аварийки, при которой включаются все поворотники, и все видят вас очень хорошо, если вы, например, на трассе остановились по какой-то из причин. Ну и о кнопочках по-быстрому. Это поворотники, опять же, вы слышите сигнал их, я думаю, вам слышно даже через этот микрофон. Свет, ближний, дальний, гудок. Довольно такой мощный, мужской такой. Также у нас противотуманки on и off. Первая, вторая, третья скорость, туда-сюдашечка. И туда-сюдашечка такая же front-rear. F и R написано, это вперед или назад. Задний ход в этом скутере, естественно, тоже есть. А также самое главное, это красная кнопочка отключения второго мотор-колеса или включение, как хотите. Кнопочка вкл-выкл, короче. Переднее мотор-колесо, оно считается как дополнительным, заднее как основное, потому что должен быть на скутерах задний привод в первую очередь, это для безопасности. Как работает эта красная кнопочка, на практике мы посмотрим буквально через минутку, я вам все расскажу, когда выйду на дорогу. Надеюсь, что погода мне не помешает, вы видите, как меняется картинка, то темно, то светло, солнце то выходит, то тучи какие-то приходят. Я надеюсь, сегодня от дождя мне не придется прятаться в перерыве между кадрами.
теперь, не отходя от кассы, давайте сразу вот на этой щебеночке посмотрим, что нам покажет уже здесь наши мотор-колеса. Сначала я проеду на первом колесе, посмотрим, как он стартует, а потом на двух колесах и посмотрим, что изменится вообще или не изменится вовсе. Для начала у меня кнопочка, вот кнопочка, она отжата. То есть включено только заднее мотор-колесо, третья скорость. И давайте посмотрим. Вот смотрите сюда. Раз. И мы так плавненько набираем, не спеша. А знаете почему? Потому что это экономный режим, это городской режим, и это очень удобно в городе. Но на трассе, скорее всего, вам будет медленно. Кстати, максимальную скорость мы еще увидим. Когда я включаю второе мотор-колесо, вот я его включил, то старт в принципе не меняется. Посмотрите. Также плавненько набираю, и все хорошо. Но все хорошо только при старте. Это сделано для безопасности. Старт очень плавный и на одном колесе, и на двух. Потому что если бы вся мощность пускалась в бой на двух мотор-колесах, вы бы просто улетали. Я бы сейчас в озеро улетел, скорее всего. Дальше, буквально через пару секунд, сразу мотор начинает набирать. И получается вот такие вот буксы. Вот такие вот рывки. Когда уже скутер едет, вы можете просто поддать скорости, и получается вот так вот. Мне кажется, что вам, чтобы это все увидеть, необходимо слоумо. Я сейчас его сниму. Но пока мы едем на ровный участок, где я могу протестировать скорость, давайте немножко поговорим о том вообще, как он едет в принципе. Сейчас я еду на одном мотор-колесе в горку, и скутер так не спеша набирает. Но для примера могу сейчас опять включить второе колесо. И вот сразу мы летим вперед. Посмотрите, горка, не горка, вообще по барабану. Сейчас пока выключу, а то ветер сильно дует. На BR20 полноприводном я тестировал горку, да, и там на одном колесе скутер так с трудом заезжал в нее, а на двух мотор-колесах он просто залетал в нее. Я даже сбрасывал скорость, потому что было страшно, слишком быстро он в горку идет. Вот, здесь такая же ситуация, поэтому я не стал занимать ваше время подъемами в горку. Лишь скажу, что этот скутер ощущается гораздо иначе, чем BR20, потому что как минимум из-за колес. Колеса на BR20 12 и еще и оффроад. Здесь обычная шоссейная резина плюс 10 дюймов. Этот скутер чувствуется немного управляемее, чем BR20. Извиняюсь за свой русский язык, у меня очень трудный день сегодня, постоянно прячусь от дождя и не могу никогда снять это видео. Вот сейчас опять потемнело, поэтому давайте побыстрее протестируем скорость, пока совсем дождь не пошел. Так, ребята, я переждал дождь, и уже вышло солнце, но скоро, я думаю, опять будет дождь, поэтому погнали. У нас есть время, и сначала мы проверяем на одном мотор-колесе. Включено одно мотор-колесо, третья скорость. И, в принципе, прямая дорога, запись с экрана пошла, чтобы вам было видно, потому что на солнце ничего не видно.
Включаем второе мотор-колесо, третью также скорость. Ну и как бы вперед, запись с экрана идет, скорость сейчас мы увидим. Вот в горной местности у меня получилось 70,5, но я думаю, что он легко разгонится до 73 на двух мотор-колесах по прямой дороге. Вот здесь же я, конечно, не замерял, наклон есть или нет, но я думаю, это не важно. Мне главное вам показать в общих чертах скорость. На одном мотор-колесе это было 50, 52, 55, я думаю, он разгонится. На двух мотор-колесах это получилось вот 70,5. Но я думаю, 72-73 он тоже разгонится. Потому что где-то спуск, где-то подъем, естественно, скорость меняется. Вот на максимально нейтральной территории у меня получилось вот так. Давайте делать выводы. Ну что, давайте по-быстрому выводы подведем. Я очень вымотался сегодня в эту 40-градусную душную жару с дождем и с солнцем. Это вообще капец. Сегодня мы рассмотрели этот скутер. Проехались, попылили здесь немножко, проехали на скорость, проехались просто. Я вам могу сказать, что это очень комфортный скутер. За счет колес диаметром 10 дюймов как-то больше уверенность чувствуешь на дороге. Я не знаю почему, может только у меня так, но вот я это подчеркнул для себя. Мне как-то комфортнее на нем, нежели на скутерах, у которых 12 дюймов колеса. Я не знаю почему. Скорость просто бомбезная. На одном мотор-колесе очень комфортно по городу, на двух мотор-колесах очень комфортно по трассе. В принципе, BR20 и BR30 полноприводные, они это просто топчик этого года, и я боюсь представить, что будет в следующем году, потому что мы все продолжаем придумывать новые электроскутеры, но вот это на данный момент, наверное, лучший электроскутер, которым я ездил, потому что соотношение мощности и пробега это просто бум. Но насчет пробега мы поговорим в следующем видео по поводу этого скутера. А пока я вам записываю этот обзор, эти электроскутеры уже едут в России, скоро будут в магазинах у наших дилеров официальных. Список наших официальных дилеров вы вот можете посмотреть в этом списке. Также города. Находите ближайший к вам город. Если вы решили покупать скутер, вы можете прийти и протестировать, посмотреть, пощупать, только потом принимать какое-то решение. А если вам просто интересно, то вы можете зайти на сайт skyboard.store, посмотреть все характеристики, о которых я даже сегодня не говорил. Они все там написано, и комплектация, их цифры и все прочее остальное. Оставайтесь со мной, и мы будем с вами вместе открывать новые электроскутеры Skyboard. Пока, до нового видео.